Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. И давайте смотреть расклад, смотрят ли на тебя, да, и вообще, что карты хотят сказать. Что-нибудь интересненькое на ближайшие, например, 3 дня, да. Например, на ближайшие 3 дня будем смотреть, что личного, какой-то, может быть, какие-то новые горизонты откроют. Думайте о себе, проговорите свое имя. Четверка пентаклей. Вы человек. Девятка пентаклей идет. И 8 кубков. К вам возвращается ваша справедливость. Очень хочется сказать по этим картам именно такое. Вы человек иногда жадный, да, есть такое, но не так, чтобы прям. Вы любите и подарки дарить, и помогать однозначно. Вы вкладываетесь много, у вас есть шансы, у вас есть понимание, у вас есть хорошие возможности, но иногда эти возможности, там, планы, что-то типа этого, вот как теряются, как убегают. Вот вроде идет, а потом раз и потерялась. И включается ваше какое-то непонимание, либо как усталость, либо включается злость даже иногда, что вас обворовывают. Ну, может, энергетически, может быть, финансово на работе, допустим, да. Ну, что-то есть такое. Вы любите очень утром пить водичку, просто воду. Либо, может, не пьете, но понимаете, что да, это тоже важно. Вы человек чистоты и справедливости. И да, водичка вас вдохновляет и очищает организм. Вы любите смотреть вдаль. Очень нравится вам это. Вы любите дышать полной грудью, но иногда сжато это дыхание. Вы любите ощущать себя таким свободным человеком, но иногда подходят люди, которые вечно на тебя цепляются и сковывают. Вот такое здесь идет. Но скажу по этим картам, что в вашу жизнь возвращается что-то новенькое. В смысле, как понять? Возвращается новенькое, да? Возвращается то, что принесет вам радость и успех, но оно будет новеньким. Вот. Ну и еще что-то такое есть. Слушайте, знаете, а вы... Ого-го! Вы человек, на которого вечно смотрят. А вам кажется, что нет, что ли? Вам кажется, нет. Как будто закрытый. Я закрытый, кто на меня смотрит, кому... Вот оно, правосудие. Кто нужный? Дьявол около правосудия. На вас смотрят. На вас смотрят очень. И если вам кажется, что вас не замечают, вы ошибаетесь. На вас, ого-го, сколько людей смотрит, но просто они завидуют или по дьяволу злятся, что у вас вот так, а у других у них вот так. Знаете, вы скоро узнаете, кто делал вам плохо, но если вам это не надо, то не берите вообще, просто даже в понимание, стоит ли это делать. Не знаю, карты очень странные вышли. Реально. Давайте так, в 2 словах. Я так скажу, справедливость в вашей жизни будет восстановлена. Я очень это чувствую здесь. Но по всем этим картам, говорю, странные, да, потому что есть закутки в вашей жизни, такие вот закутки, куда вы либо сами себя толкаете, как будто бы в лабиринт без выхода, либо кто-то вас толкает. Но еще раз скажу, справедливость будет в вашей жизни восстановлена. И восстановлена, скорее всего, уже в эти 3 дня от сегодняшнего дня. Уже в эти 3 дня. Что-то вы узнаете очень интересное, либо увидите что-то интересное. Во-первых, вам нужно обратить внимание на то, что действительно люди смотрят на вас и что они несут.
Есть такие, которые причиняли вам боль. Они будут сталкиваться с такими трудностями и страданиями, что зря они вообще лезли к вам. Карты вам подсказывают и предсказывают период расширения успеха, достижения поставленных целей. По всем этим картам, ну, справедливость, да, дьявол пытается закрыть, но справедливость-то всегда сильнее. Король кубков, луна и 8 мечей. Мужчина был в вашей жизни, который вас предал, сделал больно. Вот. И вот сейчас королева, женщина и женщина. Вот королева и король. Мужчина и женщина были в вашей жизни, которые вас предали, подставили, сделали больно. Вы плакали из-за этих людей. Но сейчас они будут получать эту боль. Вы избавляетесь от плохого, вы исцеляетесь. Этот расклад очень сильный расклад в энергиях. Карты хотят сказать, что лишнее у вас уходит, а вот личный успех и личное, что должно быть с вами, оно возвращается. Вот по 8. Это что-то уходит, и возвращение обязательное. А возвращение чего? Хорошего. Да, вы где-то жадничали, где-то наоборот раздавали. Но есть баланс, который вы поняли и несете. Исполнение желания скоро будет. И вот то, что вам делали эти люди, действительно, вот они попадают в капкан и в какую-то тень уходят из этой жизни. Они как в тени будут теперь. На вас обращают внимание. На них, если и будут смотреть, то только так, поверхностно. А вот вас будут видеть. К вам любовь идет. Очень сильная любовь идет в вашу жизнь. Смотрите, какая колесница. Очень сильная любовь идет в вашу жизнь. Высшие силы, Иерофант, говорит, что ты будешь счастливым человеком. Очень счастливым. Знаете что? Подождите еще. Я вижу здесь ситуацию, которую вы пережили. Вам снился сон? Давно, возможно, что вы либо золото нашли, либо вы иконы собирали. Вам было предупреждение, что вы будете тянуть тяжелую ношу, которую должны перенести. Но я вижу по этому раскладу, что дверь заново открывается для вас. Вы уже сделали то, что должны были сделать, даже если не помните, не понимаете этого. Высшие силы вас занесли скажу, в книгу по Иерофанту, да, новых дорог. Вот так вот. Новые горизонты открываются для вас. Вы привлечете в свою жизнь людей вашего уровня, которые будут вас уважать и ценить однозначно. Просто однозначно. 4 стихии. Королева. Новые дороги открытия. Перенесенная боль, перенесенное непонимание уйдет третьему лицу, который лез в вашу жизнь и испортил ее. Вы выходите, опять же, из каких-то ограничений. Вы встречаете человека, который принесет вам много успешных моментов и любви. Вы выходите из подвешенной ситуации каких-то непониманий и каких-то нервотрепок и каких-то проблем. Но по 9 мечей, пожалуйста, будьте внимательны к своей голове. Она может болеть из-за вот этих мыслей, которые надо действительно выкидывать, потому что они уже тяжесть. Освобождение должно быть. Это освобождение даст вам порыв и возможности. Знаете, этот расклад призывает вас двигаться дальше от болезненных каких-то ситуаций, да? И вы должны понять, что жизнь людей, которые принесли вам вред, она далеко от идеала. А если вы оставите в прошлом свои
страхи, свои какие-то недопонимания, свои обиды. Вы сбросите тяжкий груз и возьмете свою удачу за крылья, как говорится, да. Что хочу еще тут напоследок сказать. В принципе, больше и не надо. Маленький расклад, но больше и не надо ничего говорить. Сейчас. Семерка жезлов. Выход по шестерочке из тяжбы какой-то, из тяжелой. Смотрите, первое, что нужно, очень сильно нужно, защищать себя, да. А знаете чем? Улыбкой. Я вот вижу с посыла этого расклада именно такое. Первое. Защищай себя улыбкой. Второе. Иногда надо атаковать, чтобы пробиться. Но атаковать надо молчанием. Вот ты идешь, молча идешь и получаешь, что ты хочешь. И третье, побеждать хотите, побеждайте равнодушием. Потому что вот эта боль, это ужасно. Потому что вы можете и заболеть, и физически, и получить какие-то действительно негативные последствия каких-то ситуаций, которые вообще не должны быть в вашей жизни. Защищаться надо улыбкой, атаковать молчанием, побеждать равнодушием. Чем старше и мудрее человек, тем меньше ему хочется выяснять. Вам не хочется выяснять или хочется? По-моему, вы мудрый человек, без разницы какого возраста. Даже если вам 20, вы старше 19, правильно? Ну вот без разницы, какой у вас возраст. Но как по раскладу я вижу, что вы прошли моменты, когда действительно хотелось что-то выяснить, прояснить, доказать, чтобы человек изменился, и все стало хорошо. Нет. Вы поняли, что выяснять, прояснять ничего не надо. Если человек такой, он такой. Отношения к вам вернутся. Очень шикарные, очень красивые. Знаете, вы должны начинать день с того, что вот вы встаете, улыбаетесь, желаете чего-то хорошего и идете дальше. Поваляться, не знаю, там, либо покушать, либо уже на работу сразу, либо куда-то нужно. Но вы улыбаетесь, как бы сложно не было, допустим, с вечера там или что-то еще, да, или впереди. Вы улыбаетесь, вы желаете хорошего и идете. Вы получите то, что вы должны получить. А должны вы получить счастье. Счастье, успех — это ваше, это реально ваше. Ну, напоследок что? Мужчина интересный в вашу жизнь идет. Мужчина, если смотрите, немножко перестраивайте на себя любовь. Любовь, которая будет вас радовать, ваш дом будет светиться счастьем. Эта сила приходит к вам. Мир, удача, благополучие. Вот такое идет к вам. Вы счастье своей жизни, и вы счастье жизни вашего рода. Будут какие-то гулянки, будут какие-то разговоры. Разговоры на работе, разговоры вне дома. Опять же, любовь выходит здесь. Любовь интересная. И смотрите, мужчина, который, ну, либо, если мужчина, смотрите, женщина, да, из прошлого, с которым, вот с этим человеком у вас была любовь, очень будет страдать, и даже, может быть, заявит о себе в ближайшее время. Но смотрите, если вам с ней, да, не по пути, улыбайтесь и равнодушно побеждайте, потому что к вам реально идет любовь, красивая, сильная любовь. Если все-таки хотите прояснить что-то, да, может быть, этот человек заново там изменился и будет вас делать счастливым, ну тогда у вас будет разговор, который поставит все на свои места. Ждите подарка. Кто-то вам захочет цветы подарить. Высшие силы трубят, что твоя жизнь по звезде, ого, еще куда идет, и что жизнь твоя реально меняется. В каких-то вопросах будет ремонтироваться, а в каких-то вопросах вы просто будете строить свою мечту заново. Вот так вот.
На сегодня все. Счастье вам огромадное, преогромадное. На вас смотрят, на тебя смотрят. Почему? Да потому что вы человек позитива, вы человек удачи, вы человек успеха. Вот смотрите на себя так же, и пусть они завидуют. Пусть они завидуют, что у вас будет или есть любовь на всю жизнь, что у вас будет или есть уже даже какие-то новые возможности денежные, благополучные, вот такие вот, может, переезд у кого-то. Но это ваша жизнь, и она действительно красивая. По вот этим картам я очень сильно это вижу. Ну вот начните говорить себе с улыбкой, да, что все так, как надо, и будет еще лучше. И научитесь защищаться улыбкой, опять же, атаковать молчанием, да, куда надо идти и двигаться, но молчать, нечего там выговаривать, никому все равно не услышат. И побеждать равнодушием. Это ваш конек, это ваша победа, это ваш, не знаю, меч благополучия. Вот так вот. Все, на сегодня все. Оставайтесь со мной, кому интересно. Жмите колокольчик, передавайте людям, чтобы тоже посмотрели, притянули к себе с этим раскладом свои удачные эмоции, свои удачные энергии. Потому что именно здесь, на YouTube, вы получаете эти энергии обязательно, просто обязательно. До следующего видео, не прощаюсь. Еще раз, да, здоровья вам крепкого. Вот. Успехов, удачи во всем. Увидимся, услышимся.